Это продолжение строительства небольшого бюджетного дома. В этой части мы закончим систему отопления и узнаем ее стоимость, а также опытным путем узнаем допустимые пределы халтурной пайки полипропиленовых труб и испытаем на прочность практически идеальный дюбель для газобетона. В прошлой серии мы начали изготовление системы отопления, установили котел и спаяли всю развязку вокруг него. И хотя этот узел достаточно прост, состоит из минимально необходимого количества комплектующих, многие все же просили добавить схемку этой инсталляции. Поэтому в описании под этим видео мы добавим ссылочку на подробное фото этого узла, которое можно наглядно использовать как схему для повторения. С нагревом первого этажа у нас будет справляться водяной теплый пол. И после его подключения к инсталляции теплый пол полностью функционален. А второй этаж будут греть стальные радиаторы, с установки которых мы и продолжаем изготовление системы отопления. Две небольшие спальни на втором этаже будут греть стальные радиаторы с высотой в 30 см и длиной в 1 метр. Эти радиаторы 22 типа, что свидетельствует о наличии двух тепловых экранов и стальных ребер внутри батареи. В комплекте с нашими батареями шли два кронштейна для закрепления на стену, 4 дюбеля, одна заглушка и один кран Маевского. Кран Маевского – это ручной воздухоотводчик, который мы вкручиваем в одно из верхних отверстий. В нижнее отверстие по диагонали к нему мы закручиваем заглушку, над которой монтируем радиаторный кран подачи. Эти радиаторные краны имеют в своем составе конусную муфту-американку, которая позволит в будущем легко монтировать и демонтировать батареи и системы отопления. Радиаторные краны уже имеют в своем составе резиновый уплотнитель, поэтому их монтаж прост и приносит только удовольствие. Кран, который мы размещаем на обратке, имеет скрытый запорный вентиль под шестигранный ключ. Эта батарея с размерами 50 на 50 см будет обогревать ванную комнату. Она имеет 11 тип и соответственно одну нагревательную плоскость с стальным оребрением. Кран, который мы размещаем на подачу теплоносителя, имеет ручной регулировочный вентиль. Установка термоголовок пока что не вписывается в нашу бюджетную систему отопления, хотя в будущем апгрейдить батареи с их помощью будет несложно. Замерив положение крепежных элементов на батареях, мы переносим эти размеры на стену и таким образом получаем разметку для дюбелей. Найти подходящий дюбель для газобетона в ближайшей доступности нам не удалось, поэтому пришлось смастерить его самостоятельно. Для этого нам понадобилась лопата, одна штука, а точнее ее черенок, который мы порезали на отрезки по 10 см. Под эти деревянные цилиндры в газобетоне засверливаем отверстие. Для этого используем перьевое свердло с диаметром на 3-4 мм больше от деревянной вставки. С чисткой отверстий поможет пластиковая трубка. Хотя если бы мы взяли пылесос, это упростило бы задачу. Деревянные цилиндрические вставки мы будем вклеивать в углубление с помощью монтажной пены. И чтобы ее расширение не выдавило цилиндр, мы временно зафиксируем его с помощью кусочка деревянной рейки и пары саморезов, закрученных в газобетон. Один раз заполнить отверстие пеной будет недостаточно. После первого заполнения пеной мы сминаем ее с помощью того же деревянного цилиндра. Таким образом мы уплотняем пену, равномерно наносим ее по поверхности цилиндра и втираем в стенки газобетона. И эту процедуру для одного отверстия я повторял 3-4 раза. Для каждой батареи двух таких закладных мне показалось достаточно. А чтобы проверить их на прочность, мы сделали тестовый образец. После застывания пены планка отрывается с прилипшим к ней газобетоном. В деревянный цилиндр можно вкрутить практически любой крепеж, но мы использовали болт с крупной резьбой, которые шли в комплекте с радиаторами. Чтобы не расколоть деревянную вставку, под болт засверлили отверстие и приступили к испытанию.
Мы сразу же нагрузили крепеж весом в 70 кг, и наш самодельный дюбель без проблем справился с такой нагрузкой. Добавив 70 кг движения, дюбель начал испытывать динамические нагрузки, но и они не привели к какому-либо видимому разрушению. Замечу, что наши стены выложены из самого легкого газобетона, разрешенного для строительства несущих стен. Газоблок D300 имеет плотность всего лишь 300 кг на метр кубический, что почти вдвое меньше от древесины. Именно этим и обусловлено вдвое большее тепловое сопротивление от дерева. Но для удержания крепежа газоблок D300 является самым слабым материалом среди своих собратьев. И то, что наш импровизированный дюбель выдерживает нагрузку в 70 кг, является отличным показателем. Потом мы нагрузили его весом в 130 кг, которую он также успешно выдержал. Расход монтажной пены на такой дюбель минимально, что делает его стоимость копеечной. А испытания показали, что такой самодельный крепеж спокойно выдержит батарею, сидящей на ней человеком, любой кухонный шкафчик и буквально все что угодно, что можно навесить на стены. В ванной комнате пока что отсутствует облицовка стен плиткой, поэтому правильное положение батареи в этом месте задает временная провставка из пенопласта, которая имитирует толщину плитки с клеем. Радиаторы мы размещаем под окнами с небольшим сдвигом от одной из стен, так как там мы запланировали размещение кровати. Соединять полипропиленовые трубы с кранами радиаторов мы будем с помощью переходной муфты, резьбовое соединение которой герметизируем по старинке с помощью пакли и пасты. Спасибо Петру за то, что посоветовал накручивать паклю насухо, а лишь потом смазывать ее пастой. Так пакля лучше цепляется за резьбу и не прокручивается при последующем завинчивании. И что самое важное, герметичность при этом никак не страдает. Так как система отопления у нас двухтрубная, то в перекрытии мы протянули параллельно трубу подачи и обратки. Основную ветку подачи и обратки мы изготовили из полипропиленовой трубы с диаметром в 25 мм, а после разветвления к батареям трубу подводили с диаметром в 20 мм. Так как пока что у нас нет полового покрытия на втором этаже, то удобнее всего было подвести трубы к батареям из-под пола. И в отличие от предыдущего этапа, где пайка велась в одном месте на твердом основании, пайка на лагах сопряжена со своими сложностями. При подобных работах в собственном доме супруга даже умудрилась упасть между лаг со второго этажа. Подачу и обратку теплоносителя к батарее мы подключаем по диагонали. Подача подключается сверху батарей, обратка соответственно на противоположной стороне снизу. Так батарея работает максимально эффективно. Остывающий теплоноситель, опускаясь вниз, более продуктивно отдает тепло воздуху, который поднимается снаружи батареи. Паять трубы мы продолжаем в защитных масках, так как этот старенький паяльник с полуобгоревшими насадками палит на себе остатки полипропилена и при этом сильно дымит. И так как это последние работы с пайкой в этом доме, мы решили произвести эксперимент, чтобы узнать допустимые пределы халтурной пайки. Мы будем перегревать соединение, не догревать, попытаемся испортить его песком и самое главное, проверим все эти соединения под давлением. Пайку будем производить с помощью того же паяльника с обгоревшими насадками. Выставляем паяльник на 260 градусов и спаиваем тестовый образец. Тестировать мы будем угловое соединение, к которому подходят две штабированные трубы. Одна труба усилена алюминиевой полосой, а другая стекловолокном. Усиление в этих трубах предназначено для компенсации линейного расширения при нагреве. Первое соединение будем спаивать правильно. 25-мм труба должна войти в фитинг на 18 мм. Для наглядности на трубе ставим метку. В тестовый образец добавляем шаровый кран и герметизируем заглушками. Для проверки герметичности будем создавать давление с помощью воздушного компрессора. В одну из заглушек монтируем иглу для накачки компрессором.
Этот компрессор создал максимальное давление в образце в 5,5 атмосфер. А по факту в системе отопления мы выставим давление менее 1 атмосферы. Ожидаемо первый образец без проблем выдержал это давление. Но так как в системе отопления эти трубы будут работать при нагреве, то мы испытаем их еще и высокой температурой. Для этого я даже соорудил примитивный водонагреватель из жестяной банки и пары саморезов. И с его помощью мне даже удалось нагреть воду до 94 градусов. Супруга не оценила мой кипятильник ввиду его малой мощности и решила кипятить соединение прямо на электроплите. Мы кипятили соединение под давлением в течение 2 минут. Этого более чем достаточно, чтобы прогреть фитинг на всю глубину до температуры 100 градусов. Естественно, первый образец без проблем справился и с этой задачей. На втором образце мы будем уже немного халтурить и будем нагревать его на паяльнике в течение 21 секунды. Это втрое дольше рекомендованных 7 секунд. Ну а третий образец наоборот будем нагревать максимально быстро. Буквально лишь бы успеть надеть фитинг на насадку. В этом варианте нагрев длился не более 2 секунд, которых явно было недостаточно, чтобы труба вошла в нагревательную головку. Поэтому и в фитинг труба вошла лишь наполовину. Второй и третий образец также выдержали давление в 5,5 атмосфер. И также выдержали нагрев до 100 градусов под давлением. При разрезе фитинга стало видно, что второй образец, который перегревался на паяльнике, так и не получил серьезного заужения по сечению, и в общем соединение выглядит нормальным. Ну а третий образец, хотя и выдержал все испытания, но 2 секунд нагрева слишком мало, чтобы спаять трубу с фитингом на всю глубину. И в долгосрочной перспективе такое соединение может таить опасность. На четвертом образце мы обыграем ситуацию, когда невозможно к соединению подлезть паяльником, и приходится греть фитинг и трубу отдельно друг от друга. Ну а на пятом образце и вовсе забудем нагреть фитинг и будем греть только одну трубу. В образце номер 4 сначала нагреваем фитинг. Время нагрева увеличиваем до 10 секунд, чтобы он не успел остыть. Трубу же нагреваем обычно в течение 7 секунд. В пятом образце нагреваем только трубу. Время нагрева увеличиваем до 10 секунд в надежде, что труба хоть немного прогреет фитинг и сплавится с ним. Образец номер 5 не выдержал испытания давлением. Как оказалось, тепловой инерции нагретой трубы не хватило, чтобы хоть как-то расплавить пластик на фитинге, и пластик на нем остался практически нетронутым. Возможно, если бы мы нагревали фитинг вместо трубы, то его большая масса и соответственно тепловая инерция сумели бы хоть как-то расплавить трубу и сплавиться с ней. Ну а в общем с образцом номер 5 выводы такие. Пайка полипропилена с нагреванием лишь одного элемента полностью не жизнеспособна. И так как фитинг у нас остался практически нетронутым, то на нем мы переходим к шестому варианту пайки полипропилена с добавлением песка. Здесь мы симулируем ситуацию, когда в соединение попало немного песчаного мусора. Место, которое мы покроем песком, мы пометили стрелкой, по сути это потенциальное место протечки. После нагрева трубу точечно покрываем песком и производим соединение. Образец 4 и 6 без проблем выдержали испытание давлением. И также успешно выдержали испытание нагрева до 100 градусов под давлением. Из разреза видно, что образец номер 4 с попеременным нагревом фитинга и трубы спаялся вполне нормально, практически на всю глубину. И такой способ, где нет возможности нагревать фитинг и трубу одновременно, вполне рабочий. А у образца 6 большую часть песка сняли кромки фитинга и трубы, и они остались снаружи. Ну а внутри соединения встречались поодинокие песчинки, но они были полностью охвачены пластиком. Так что небольшое количество мелкого мусора серьезно не влияет на герметичность соединения. Ну и с финальным 7 и 8 образцом мы поступим максимально экстремально. 7 образец мы обильно покроем песком, а 8 и вовсе спаяем без паяльника. 7 образец мы обильно покрываем песком, имитируя очень небрежного сантехника. А на 8 образце поэкспериментируем, возможно ли соединить полипропилен с помощью огня. С помощью газовой горелки мы нагреваем трубу и фитинг до явного уплавления пластика.
И оба этих образца выдержали испытание давлением воздуха в 5,5 атмосфер. И также успешно выдержали испытание нагрева под давлением. То есть даже обильное количество песка на трубе в нашем варианте серьезно не повлияло на герметичность соединения. А пайка огнем в разрезе выглядит достаточно презентабельно и сильно не отличается от пайки с паяльником. При пайке тестовых образцов я не придерживался оптимального расстояния в 18 мм и заталкивал трубу в фитинг интуитивно, поэтому на некоторых образцах труба зашла в фитинг слишком глубоко и произошло заужение сечения. Из практики в собственном доме я паял точно так же. И мой циркуляционный насос продолжает работать в режиме самой малой первой мощности в 48 Вт, прекрасно справляясь с циркуляцией теплоносителя. По-моему, небольшое заужение сечения при пайке никак серьезно не влияет на работоспособность системы отопления. И заморачиваться над этим не стоит. Да, в рамках этого эксперимента мы не учли еще множество вариантов халтурной пайки. Например, долгую выдержку между нагревом и соединением, проворот во время застывания или масляные загрязнения на трубах. Возможно, в будущем мы сделаем более подробный тест, если вам, конечно, он будет интересен. А какой у тебя был опыт халтурной пайки, который привел к тече соединения? Будь добр, поделись своим опытом в комментариях. Монтаж этого крана стал финалом изготовления системы отопления. Мы установили 3 радиатора отопления, сделали инсталляцию обвязки котла и подключили к системе теплый пол. А также Вита обернула все трубы отопления шубками из вспененного полиэтилена, чтобы система отопления грела дом там, где это нужно. При прокладке скрытых труб отопления мы не стремились идеально их выровнять. После зашивки их все равно не будет видно, а их кривизна на функциональность никак не влияет. Перед запуском воды в систему мы снимаем батареи, так как они нам будут мешать при отделочных работах, а радиаторные краны позволят заполнить систему водой для проверки и без батарей. Тем более, что проверять радиаторы на герметичность особой нужды нет. При заполнении водой системы отопления попутно мы проверим раскладку трубы водопровода по дому, открывая ее впервые. Открывая кран подачи воды в систему, мы обнаружили течь в районе расширительного бака. Как оказалось, резьбу расширительного бачка мы накрутили насухо, без какого-либо уплотнения. Быстро устранив этот недочет, мы продолжили заполнение системы водой. Часть воздуха из системы спустил автоматический воздухоотводчик. Из теплых полов воздух выгнал циркуляционный насос, а остальные остатки воздуха мы спустили через радиаторные краны на втором этаже. Таким образом мы полностью заполнили систему водой и выставили давление чуть меньше 2 атмосфер, которое успешно продержалось более 2 суток, что свидетельствует о полной герметичности всей системы отопления. Ну а теперь мы пробежимся по стоимости всей системы отопления и трудозатратах при ее самостоятельном изготовлении. Котел, циркуляционный насос и расширительный бак обошлись в $190. Радиаторы отопления $130, трубы, фитинги и запорная арматура обошлись еще в $95. И суммарная стоимость всей системы отопления составила $415, а суммарные затраты на весь дом на данный момент составили $9754. На монтаж системы отопления мы затратили 4 человека дня, а суммарные трудозатраты на весь дом на данный момент составили 97 человека дней. Впереди нас ждет монтаж электропроводки. Этот процесс завершит инженерные работы по дому, после которых мы приступим к внутренней отделке. Чтобы не пропустить эти видео и увидеть завершение строительства этого дома, а также узнать его стоимость, подпишись на наш канал и нажми на колокольчик уведомлений. Если тебе понравился этот ролик, поддержи нас лайком и репостом. Будем безмерно благодарны. А какая у тебя система отопления и что бы ты в ней улучшил? Давай обсудим это в комментариях. С вами был Гена, канал My Galaxy, жизнь своими руками. Посмотри и другие наши видео, их полезность ты оценишь. Гиросный дюбель, жидкий анкер, черенок от лопаты, вот где сила. Вот где сила.